Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. А это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком, и это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети, а также на мои личные контакты есть под любым видео в описании этого видео. Спешу сообщить о том, что у меня есть личные расклады, я также делаю обряды на финансы, на здоровье, на любовные взаимоотношения, ставлю защиту, делаю чистки и обереги. Мы также делаем восковые свечи своими руками, это обрядовые свечи из натурального воска. За обрядовыми свечами, обрядами и личными раскладами, пожалуйста, обращайтесь ко мне в личку. У нас также есть два закрытых канала. Это закрытый канал на Бусти, который вы все знаете, где только шок-контент и самые последние яркие, сочные новости, которые я не могу выложить на YouTube-канал, потому что YouTube их может заблокировать. И второй закрытый контент – это канал о Юрии Шатунове. Стоит он 299 рублей, точно так же, как и Бусти, но разница в том, что вы платите тут единожды за вступление и за вход на канал. Там тоже те видео, которые нельзя публиковать здесь на YouTube-канале. Когда вы зайдете туда вы поймете, о чем речь. С нами сегодня карты черной воды. Здравствуйте, карты. И поговорим мы с вами сегодня о России в 2024 году. Одна из самых запрашиваемых тем для раскладов, которые вы, мои дорогие подписчики, просили меня сделать, это, конечно, Россия в 2024 году. Самые яркие события, и сегодня мы их разберем по месяцам. Январь, февраль, март и так далее, да? Что будет в январе, какие самые яркие события будут в январе, все разбирать не будем, потому что у нас не хватит эфирного времени. Но на самых пикантных, которые будут обсуждать буквально все, мы остановимся. Итак, январь месяц. Карты, покажите нам, пожалуйста, январь месяц в Российской Федерации в 2024 году. Покажите нам, пожалуйста, самые яркие события января месяца в Российской Федерации в 2024 году. Самые яркие, которые будут обсуждать все, касаемые именно всех людей, да, всего народа, именно Российской Федерации. Какие самые яркие события в январе месяце будут обсуждать буквально все. Так. Итак, рассказываю, друзья мои. У всех на слуху будет имя некого недокороля. Король, который никак не сядет на трон, но очень хочет. Возможно, мы узнаем имя человека, которого... Вернее, мы его знаем уже, этого человека, да, который захочет баллотироваться в президенты, да, у нас же скоро выборы в марте месяце, и, возможно, мы увидим этого человека, который будет вещать просто со всех утюгов страны о том, что он хочет баллотироваться в президенты. Этого человека мы знаем, он когда-то уже баллотировался, это мужчина средних лет, который никак не сядет на трон, понимаете, да, о чем речь? Десятка мечей, что-то у него такое в жизни произошло, после чего он перешел в новую жизнь, в десятку, да, совершенно новую жизнь, и такое ощущение, как будто он был в заточении, либо его где-то держали, этого человека, да, держали за 7 замками, можно сказать. Совершил он что-то неправильное, и именно по влюбленным, здесь карта влюбленная, неправильная карта, что-то неправильное совершил данный мужчина, после чего его где-то в заточении держали, и после десятки мечей он перешел во что-то новое, в какую-то новую жизнь. Воспоминания, хлынувшие воспоминания, мы о нем снова вспомним, мы о нем подзабыли, но снова вспомним, так как он, возможно, баллотируется в президенты. Обучение чему-то и подстраивание под себя народа. Возможно, он начнет настраивать народ против президента, который есть сейчас, против Владимира Владимировича Путина, да, на свою сторону, да, и опять будет делать что-то неправильное внутри страны. Так вот, здесь будет такая обсуждаемая тема, возможно, это будет в конце января месяца. Вот об этом здесь речь, узнаем имя какого-то мужчины, еще раз повторюсь, которого держали где-то. Возможно, это места не столь отдаленные, да, места заключения свободы, о котором мы снова вспомним в январе. Вот об этом будет интересно узнать, послушать, и об этом будут говорить. Такие вот интересные новости. Следующий месяц, это февраль месяц, самые яркие события в 2024 году, в феврале месяце, о которых будут говорить буквально все. Самые яркие события в феврале 2024 года в Российской Федерации. Самые яркие события, февраль, Российская Федерация, 2024 год. Угу.
Рассказываю, друзья мои. Интересно. Закончится умеренность. Умеренность – это у нас спокойствие, да, спокойствие, умеренность, идиллия, скажем так, да, в стране закончится. Башня. Для чего это будет нужно? Для того, чтобы, во-первых, подстроиться под королеву жезлов. Королева жезлов – это красная королева, королева Лилит, королева демонов и дьяволов, да, посмотрите, пожалуйста, про Лилит, почитайте обязательно, что это за королева такая, которая правит этим миром. Так вот, подстраивание, мимикрия под королеву, рукопожатную, целуйте мне руку семеро, скажем так, да, обычных чиновников и правительства. Простыми словами, нарушится спокойствие Российской Федерации, и ощущение будет такое, что что-то бомбанет в феврале. И бомбанет, возможно, что-то касаемо как раз-таки башен или касаемо каких-то высотных зданий. А все это нужно для чего? Для того, чтобы подстроиться под королеву и развязать снова какой-то бой, да, развязать снова какую-то войну. Это нужно для того, чтобы опустить вброс в СМИ и в общество, для того, чтобы общество как-то зашевелилось против врагов, да, наших врагов, я в кавычках говорю, это сейчас, да, потому что вы все понимаете, что сейчас происходит. Вот в феврале что-то начнется, в феврале закончится умеренность, будет крах умеренности, и, возможно, даже полетят какие-то башни, сооружения, какие-то высотные дома. Это все в честь славной королевы, в кавычках, красной королевы Лилит, черной королевы, вернее, королевы с черной кошкой, королева, которая занимается черной магией. Целуйте мою ручку семеро, понимаете, да, о чем речь. Проще говоря, простым языком для обычного народа, будет что-то, скажем так, как бы это мягче сказать, пустят, возможно, какие-то дроны, да, в страну, да, запустят якобы ВСУ. Но на самом деле это будем мы же. Это я вам говорю как есть. Для того, чтобы развязать апокалипсис, войну снова с Украиной и, естественно, начать вторую мобилизацию после выборов президента Российской Федерации, да, поднять вот эту волну, создать хайп, подстроиться под Лилит, верхушка общества, жадное правительство, которое было в стагнации все эти месяцы и которое не организовывало вторую волну мобилизации. Вот что-то снова начнется. Это февраль месяц. Март. Самые яркие события в Российской Федерации в марте месяце 2024 году. Самые яркие события в марте месяце в Российской Федерации в 2024 году. Самые яркие события в марте месяце в Российской Федерации в 2024 году. Неправильные выборы, никто его не выбирал, но его избрали снова, да, по семерке жезлов он снова стал избранным. По неправильному стечению обстоятельств, хотя народ бушует, народ, половина, скажем так, населения Российской Федерации не хочет снова продвижения данного человека на пост президента. Да, здесь у нас будут выборы. Выборы, сделанные не своей рукой. Мы ходим на выборы, возможно, кто-то ходит, кто-то не ходит. Я лично не хожу на выборы, да, не выбираю президента Российской Федерации, потому что это бесполезно. Так вот, выборы, не сделанные своей рукой, не принятие самостоятельного решения, да, принятие не самостоятельного решения, принятие решения не по любви, да, то есть вот у вас есть решение, там, я не знаю, чтобы президентом был Явлинский, а президентом снова будет Путин. Ну, это я так, да, я не за Явлинского, не за Путина, я просто ни за кого. Так вот, вы не по любви делаете не свой выбор. Народ из-за этого бушует, делает какой-то неправильный выбор, и снова на арене появляется тот, кто уже был, кто уже продвинут вперед, скажем так, да, о чем это говорит, о том, что в марте месяце будут выборы, и изберут снова кого? Вы знаете кого. Ну, здесь самые яркие события, наверное, да, и народ будет действительно негодовать, почему опять он, мы его не выбирали, почему так много голосов, вот здесь вот об этом будет речь, да, вот здесь шумиха будет вокруг выборов, это будет, скорее всего, конец месяца, конец марта. Апрель. Самые яркие события апреля.
какую-то тайну с собой уносит, да, какой-то обман. Пятерка мечей. Апрель месяц в Российской Федерации в 2024 году. Каким будет апрель в Российской Федерации в 2024 году? Самые яркие события апреля в 2024 году. Угу. Несут с собой молодых бойцов, обманут, чтобы молодые бойцы сели на коня, да? Как вы думаете, что это такое? Справедливость, за справедливость, воевать за нашу страну. На что это похоже? На вторую волну мобилизации, да? Паш мечей у нас молодой человек. Будут забирать именно молодых, неопытных, те, которые не одупляют еще, что происходит, те, на которых розовые очки, которых можно легко и быстро махом обмануть, те, которые очень сильно боятся правительства, да, которые сядут на коней, поскачут, убивать себя, родных, близких, там, я не знаю, кто там на Украине находится, да, всех подряд будут убивать, только лишь бы их не забрали в тюрьму, да, только лишь бы с ними ничего не сделали. Так вот, эти молодые бойцы по справедливости пойдут защищать родные края, родину нашу, Российскую Федерацию. Унесут их на поле боя, унесут обманным путем. Защищать по справедливости, а справедливость здесь нечестная. Российскую Федерацию, потому как они будут очень сильно испуганы, напуганы, очень будут бояться, на них будут розовые очки, и они, конечно же, пойдут воевать. Одни мечи практически, да? Мечи, 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 иллюзия, война. Естественно, да, победа будет за нами. По справедливости пойдут, по нечестной справедливости пойдут воевать и отвоевывать родину, Российскую Федерацию. Хотя отвоевывать ее не нужно, нас вроде никто не нападал, да, но это мое мнение личное, конечно же. Это будет у нас в апреле месяце, да, в апреле месяце начнется вторая волна мобилизации. Интересно, что она начнется после выборов президента, да, когда президенту больше ничего, скажем так, не угрожает. Май месяц 2024 года в Российской Федерации. Май месяц 2024 года в Российской Федерации. По договору с неким иерофантом будет очень много пленных солдат, которые по нищете своей душевной сами пошли за маленькую денежку убивать людей. Будет очень много пленных, и об этих пленных будут говорить по телевизору. Это будут самые такие яркие события в апреле месяце, да, в мае месяце, простите. Это про май месяц мы сейчас говорим, да. Здесь договор между двумя странами, эгоисты. Солнце, эгоизм, да, договор между двумя, здесь конкретно не люди, здесь страны уже, да, договор с иерофантом. Иерофант у нас кого нам напоминает? Папу Римского, да, здесь договор с мировым правительством, договор двух стран с мировым правительством, который держит в секрете и в тайне. Я благословил вас на эту тайну, вы эту тайну никому не раскроете. Это тайна между двумя странами, то есть между Россией, между страной, с которой мы, соответственно, воюем сейчас, да. Это не касается обычного народа, обычный народ ничего не знает, да, что там творится наверху. Так вот, этот договор между мировым правительством, забрать пленных, да, очень много будет пленных именно из России, очень много молодых пленных, восьмерка мечей. После того, как они ушли, очень будет тяжело, да, много молодых пленных, которые по нищете своей душевной, пятерка пентаклей, пошли за небольшую денежку воевать. Эта денежка буквально вырвана из сердца у персонажа на карте, да, с кровью и с мясом. Это значит, что, получая маленькие деньги, 200, там, 300 тысяч, сколько там они зарабатывают, да, на поле боя, это не такие большие деньги, хочу сказать, да, чтобы совершать убийство, да, и чтобы убивать все живое, что есть в нашей душе, да, в нашем сердце, скажем так. Здесь, да, здесь очень много будет молодых бойцов, которых заберут в плен. И вот в мае месяце это будет самая обсуждаемая тема весной. Опять будет, как помните, в прошлый раз, когда только начиналось СВО, отдайте нам наших пленных, мы вам отдадим ваших пленных, да, вот эта вот катавасия будет происходить, это будет постоянно крутить по телевизору.
Все, что связано с войной, у нас опять продолжается, да, в этом году. У нас затишье перед бурей было. Июнь месяц. Июнь месяц. Июнь месяц в Российской Федерации в 2024 году. Июнь месяц в Российской Федерации в 2024 году. Июнь месяц в Российской Федерации. Потери какие-то. Июнь месяц в Российской Федерации в 2024 году. Какие-то потери, действительно, да, какое-то предательство, какие-то потери. Предательство от того, от кого не ожидали. Начало нового сотрудничества. Июнь месяц, начало нового сотрудничества, потери и предательство от кого не ожидала страна, да, то есть предательство страны от того, от кого не ожидали. Потери, предательство от того, от кого не ожидали, и переход во что-то новое. Переход во что-то новое будет в июне месяце. Переход во что-то новое связан с деньгами, с какими-то денежками, да, во что-то новое перейдем, но это новое не очень хорошо для обычного народа. Это эгоизм со стороны властей. Мы переходим в какую-то новую денежную систему. И предательство некого человека или страны для нашей страны, да, от которого мы не ожидали этого. Предательство по отношению к нам. Следующий месяц, июль. Самые яркие события в Российской Федерации в 2024 году в июле месяце. Июль 2024 года. Самые яркие события. Самые яркие события июля в Российской Федерации, которые будут у всех на слуху. Здесь конкретно про человека, про одного говорится, некий король кубков, которого все знают, кстати говоря, это июль месяц, которому дадут, тут я вижу как посмертное, да, посмертное навсегда. Он уходит, некий король кубков умирает, которого все мы знаем, и как навсегда уходит от нас. Рукопожатный король кубков, приближенный к власти, возможно, к шоу-бизнесу. Не могу сказать точно, но здесь вот власть, шоу-бизнес, это этим попахивает, да, который был всегда у всех на виду и которого выбрал сам народ. Вот народ выбирал этого либо народного артиста, либо человека из правительства. Ему дадут посмертное звание какого-то как народного любимца, да, как народного артиста какого-то. Вот умрет некий король кубков в июле месяце. Человек из Российской Федерации. Человек, либо сидевший на троне, либо имеющий какое-то влияние в правительстве, либо в шоу-бизнесе. Рукопожатный, рукоприставленный человек уходит от нас навсегда. И ему дают посмертно какое-то звание. Великое звание по солнышку, да, и этого человека выбрал сам народ. Вот это будут все обсуждать в июле месяце. Такой солнечный человек вроде бы, казалось бы, но король кубков, человек, который немножечко наивен, скажем так, посредственен, и человек, скажем так, не уберегший сам себя. Вот этот человек уйдет. Либо в шоу-бизнесе находится, либо в правительстве из Российской Федерации, его знают все, он уходит навсегда, ему дают некое звание посмертно. Вот это все будут обсуждать в июле месяце. Август месяц. Напоминаю о том, что мы с вами рассматриваем сейчас только самые яркие события, те, которые будут у всех на слуху, те, которые будут волновать абсолютно всех. Все события невозможно охватить за один эфир. Август месяц. Август 2024 года. Август 2024 года, Российская Федерация. Что будет происходить?
Так, интересно. Рассказываю, друзья мои. Здесь интересно, что будет происходить некое рукотворное событие. Маг — это рукотворец у нас, да, это человек, повелевающий всеми 4 стихиями, человек, обучающий какому-то чернокнижию или ремеслу, и человек, под которого подстраиваются все остальные люди. Тройка пентаклей у нас карта обучения, подстраивания, да, это маг, это человек, который создает что-то рукотворно. И здесь будет некий обман, да, обман чего? Здесь будет какой-то выброс стихии, то есть здесь будет что-то связано с ветром, с очень сильным ветром, как будто, знаете, сносит дома, сносит крыши домов, люди остаются без жилья, да, но здесь, что интересно, будет не в Российской Федерации это происходить, а как немного за пределами Российской Федерации. Вот чуть за пределами, но приближенно к нам. Вот здесь что-то будет происходить в мире, приближенно к Российской Федерации, где люди будут очень сильно бояться, очень сильно унывать, будут пребывать в глубоком стрессе. Паш мечей говорит о том, что мало людей пострадают, но будут какие-то ветра. Мало, Паш, маленькая карта, но будут какие-то ветра, вот что-то связано с ураганами, какими-то стихийными бедствиями, где люди остаются без крыши над головой. Но это будет что-то в мире, приближенная к Российской Федерации. Обман, почему обман? Карта семерка мечей, да, потому что это рукотворное событие. Маг, он это сотворил, человек это сделал, да, рукотворное событие, рукотворная стихия, скажем так, да, это не природное явление. Будет некий ураган, который произойдет как раз-таки в августе месяце. По тройке пентаклей, подстраивание под людей, люди подстраиваются под мага. Что-то связано со стихией ветра, потому что здесь я вижу одни мечи, и у мага тоже здесь есть меч, да, которым он может управлять. Ну, естественно, это будет что-то за пределами России, но очень близко к нам, скажем так, где люди останутся без крова, без жилья, какое-то стихийное бедствие. Это был август, сентябрь. Сентябрь. Но это будет просто тоже все обсуждать в Российской Федерации, именно поэтому как бы получается, что выпало на самые яркие события Российской Федерации, скажем так. Сентябрь месяц, самые яркие события в Российской Федерации в сентябре месяце 2024 года, которые все будут обсуждать. Самые яркие события в сентябре месяце Российской Федерации, которые все будут обсуждать. Некая пара, королева пентаклей, король кубков, которые куда-то уехали. Уехали из страны, уехали из России, может быть, да, королева пентаклей, это может быть огненного знака зодиака, да, женщина, король кубков водного знака зодиака, хотя не обращайте внимания на знаки зодиака, тут может быть совсем по-другому. Может быть импульсивная, яркая, темпераментная женщина и спокойный такой, более чувственный мужчина, которые уехали куда-то из страны, из Российской Федерации, я так понимаю, и мечутся, не могут не вернуться, не могут ни там быть, ни здесь быть, да, вот их, почему-то их пару будут обсуждать в сентябре месяце. Почему? Потому что что-то случится что-то случится с королем. Вот этот король опять, да, про которого мы говорили, что с ним что-то случится в мае месяце или в июне месяце, да, по-моему. Но это, мне кажется, другой все-таки мужчина. Как что-то случится с королем. Что-то случится с королем, и они будут обсуждать эту пару. То есть люди будут обсуждать, мы с вами будем обсуждать это. Что-то случится с венами, с сердцем, с неким королем кубков, с некой парой, которая уехала из России и туда-сюда металась. Не в Россию, не в той стране, почему-то вот как туда-сюда, да. Вот эту пару все будут обсуждать, потому что что-то будет с королем, что-то будет с мужчиной происходить в этой паре. Они будут у всех на слуху в сентябре месяце. Это опять-таки из мира шоу-бизнеса все-таки, да. Следующий месяц, октябрь. Самые яркие события октября в Российской Федерации в 2024 году. Самые яркие события октября в 2024 году. Самые яркие события октября Российской Федерации в 2024 году. Что-то с новой денежкой. Новая денежка. Что-то не так, как было у нас раньше, да?
Что-то старое останется в воспоминаниях, придет что-то новое, что-то связано с денежной реформой, да, как денежная реформа какая-то будет. То ли новая денежка, то ли цифровизация, да, деньги в воздухе, двойка мечей, мы не можем их увидеть, да, деньги в воздухе здесь, деньги в воздухе здесь, рыцарь Пентакли держит денежку на коне, а люди не могут до нее дотянуться, да, что-то останется старые воспоминания, когда мы денежку могли держать в руке, и сами понимаете, что с ней делать, да, тут как цифровизация, грядет что-то не то, что было раньше, тут как карта чего-то неправильного, но как здесь не будет так, как прежде, деньги как в воздухе. Как начнется все заново, обнуление денег, какая-то денежная реформа, вот именно с октября месяца. Будут какие-то либо новые деньги, либо как цифровизация просто денег, да, окончательно такая стабильная. Будут призывать всех граждан уже расставаться с бумажными деньгами, да. Следующий ноябрь месяц, ноябрь-декабрь у нас остались, да, события, о которых все будут говорить. Ноябрь месяц в Российской Федерации в 2024 году. Ноябрь. В Российской Федерации в 2024 году. Так интересно. В ноябре месяце здесь представит нового короля. Обновление для семьи здесь, да, десятка – это переход в новое, десятка кубков – это семья. Здесь семья – это весь народ, да, так как мы с вами делаем расклад на страну все-таки, да. Здесь десятка – это народ, и как представление от верховная жрица, здесь предстает у нас мужчина все-таки, да, здесь верховная жрица в образе женщины, но вообще здесь верховная жрица как папесса такая, как мужчина, да, и вот представление от некой верховной жрицы, как нового короля кубков, который еще не пришел к власти, но по справедливости, как его хотят поставить на трон. Мы его долго скрывали, и он пришел как человек, который, как антихрист, да, такой по магии здесь как антихрист, управление всеми 4 стихиями. Человек не является человеком. Вот человек, которого нам представят в ноябре месяце, которого долго держали скажем так, нас долго держали в неведении, не показывали нам этого человека, да, по 4 пентаклей, никому не покажу, никому не отдам. Он является не совсем человеком, управляет всеми 4 стихиями, он является кем-то из мирового правительства. И некто из мирового правительства как раз вот здесь вот неправильно протрактовала, здесь верховная жрица все-таки это как мировое правительство. Некто из мирового правительства нам пошлет нового короля кубков вместо старого, я имею в виду вместо президента Владимира Владимировича Путина, да, но Владимир Владимирович еще не уйдет в этом году, он нам будет, данный король кубков нам будет только представлен нам, народу, как возможный новый президент страны по справедливости, да, нам его представят. Вот в ноябре все будут говорить о этом новом молодом человеке, о короле кубков, который будет управлять страной впоследствии после Владимира Владимировича Путина. Здесь вот об этом речь. В ноябре мы о нем узнаем, увидим, услышим, по крайней мере, да, и декабрь месяц. Декабрь месяц 2024 года. Декабрь 2024 года. Декабрь, Российская Федерация, 2024 год. Какие события нас ожидают в декабре? Трансформация. Трансформация, королева мечей, королева войны у нас, да, трансформация в нашей войне с Украиной, да, сложат люди
свои палки, свои автоматы и так далее, да, и будут смотреть дальше в светлое будущее, скажем так, да, после продолжительного затянутого периода вот этой военной операции в декабре месяце объявит о том, что она закончилась. Пятерка жезлов и колесница у нас продолжение войны, но десятка – это сложить оружие, да, сложить оружие после продолжительной войны. Звезда – это продолжительная, пятерка жезлов у нас и колесницы говорят о том, что война продолжалась какое-то продолжительное время, здесь сложили оружие, и произошла полная трансформация, трансформация королевы мечей. Королева мечей – это королева войны, соответственно, сама война, да. Вот здесь вот в декабре месяце могу смело заявить о том, что война закончится не совсем до конца, скажем так, да, мирный договор будет подписан уже в следующем году, но, по крайней мере, в декабре уже не будет продолжаться военных действий. Вот здесь об этом говорится. Здесь об окончании военной операции, про которую все будут говорить. Полная трансформация данной военной операции, где все сложат после долгого и тяжелого после долгих и тяжелых военных действий, где все сложат оружие и перейдут во что-то новое, в десятку. Вот об этом речь. Это были все самые главные события 2024 года, связанные с нами, с народом, да, с правительством Российской Федерации. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Пишите в комментариях, что вы думаете о том, что будет происходить в Российской Федерации в 2024 году. Мы затронули лишь маленькую толику того, что будет происходить. И я вас очень люблю, друзья мои. До новых встреч.